Всем привет! Вчера отпраздновал Новый год в Таиланде, на Пхукете. Получилось побродить, поснимать. Очень интересный выяснился факт, что сейчас, оказывается, тайцы празднуют не как мы, 2023 год, а, внимание, 2566 год. Оказывается, когда-то еще и король Рама V провозгласил официальный календарь, который опережает наш на 543 года. Дальше в ролике покажу, как тайцы празднуют 2566 год. Смотрите, надеюсь, будет интересно. Вот так вот выглядит Новый год по-тайски. Тайцы собираются, все идут к пляжу, кто с палаточками. О, шнапсик стоит большими компаниями. Уставшие ложатся под деревцем. О, размахивает огоньками. Веселый народ. Молодцы. А сейчас покажу вам, что происходит на пляже. Ну, тоже все лежат на циновочках. Кто-то лежит, отдыхает. Кто-то уже встать не может. Такое тоже тут бывает. Вот тут прикольно все украсили шариками. Дети качаются. А на пляже происходит вот такая картина. Пляж Патонга засиял. Вот эти вот огоньки в небе, это все такие тайские воздушные шарики, только они летят за счет огня. Поджигается огонь, и подъемная сила от теплого воздуха поднимает шары вверх. Вот тут есть поближе. Вот, только что подожгли, он взлетает. И вот их много-много-много в небе. Такой шарик можно купить и здесь, на пляже, продается. И тоже запустить. Везде салюты. Но, честно говоря, бывает иногда находиться сейчас на этом пляже опасно, потому что взрывы происходят буквально в 10-15 метрах от тебя. Вот. Нужно действительно быть очень внимательным. Вот такой вот Новый год. В целом интересно. Видимо, у тайцев тоже начинаются какие-то праздники. Вот, обычно они не сидят такими большими компаниями. Но если даже сидят, то минимум алкоголя. Но сегодня они явно празднуют. Ну, собственно, и мы пойдем тоже погуляем. Интересная история с тайским Новым годом. На самом деле он 13 апреля. Вот. Но тайцы, я так понимаю, русский Новый год любят больше, чем свой. Потому что на пляже я их в таком количестве ни разу не видел. Вот так вот. Новый год Новым годом. Вот. Но русский Новый год для всех самый интересный. Кстати, трудяги тайцы, они мечтают о том, чтобы у них новогодние праздники были как в России. Не 2-3 дня, а так как у нас 10. Это, конечно, несравнимо. Да. У тайцев у многих в целом не бывает даже выходных, потому что, как говорится, работа на пляже, она круглогодично не заканчивается. Вот. И даже в Новый год им дают буквально 2-3 дня. Официально Новый год начинается у них 13 апреля, а заканчивается уже 15-го. Ну, изредка продлевается, если там как попадает на выходные дни и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому, видимо, тайцы не теряют возможности и отмечают все новые года, в том числе и российский Новый год. Ну, молодцы, приятно. На улицах куча народу. Все сияет. Прогуляться одно удовольствие. В Тае и так очень много мотоциклов, скутеров. Вот, но на Новый год все приехали к пляжу, вот, и просто все забито. Есть места, где нельзя подойти к дороге, потому что настолько плотно стоят
скутеры, но что действительно нет прохода. Приходится всю эту вереницу обходить или как-то через скутеры перепрыгивать. Но здесь, конечно, их просто колоссальное количество. Можно идти, они не будут заканчиваться. Очень прикольно в Таиланде, что даже если не Новый год, а просто обычный день, все равно вот эта вот территория, которая идет вдоль пляжа, она вся подсвечена фонарями. Вот, и очень приятно здесь вечерочком прогуляться. Народу здесь всегда много, но в Новый год, понятное дело, народу немножечко поприбавилось. А скутеры все не заканчиваются. В Новый год на пляж так много приехало машин, что не хватает парковки. И они просто заехали на футбольное поле. Видите, ворота. Вот футбольное поле с травкой. Приехала куча машин. Просто встали. Ну и в целом никого это не беспокоит. В этом плане, конечно, Таиланд, Пхукет просто обалденно, потому что здесь никто никому не придирается. Они могут остановиться прямо посреди дороги, оставить там байк или машину и пойти по своим делам. На Новый год украсили и Будду. Какая красота. Все в цветах. В ленточках. Очень красиво. Кстати, я обратил внимание, что тайцы постоянно оставляют какие-то жертвоприношения. Вот, чаще всего это напитки, безалкогольная какая-то еда. Вот, они везде. И с этой стороны, и с этой. Но одним словом, не жалеют. Молодцы. Очень красиво. Тайское творчество. Начиная от кикбокса, заканчивая красотой женского тела, скажем так. Но есть и более домашние картинки. Но в целом выглядит довольно-таки красиво. А вот, видимо, менее талантливый автор. Вот такую штуку они тут тоже пытаются продать. Тайские кошечки. Какие милашки. У них у некоторых очень такой дикий-дикий вид. Но в целом выглядит очень мило. Есть рыжики, похожие на наших. Красавчики. Тайские пешеходные переходы. Не останавливается ни одна машина, ни один скутер. То есть, если даже ты начнешь переходить дорогу, они тоже не останавливаются. Надо просто быстренько перебегать. Самое интересное, что даже если горит зеленый светофор для пешехода, здесь, в принципе, для пешеходов светофоры очень редки, вот, то многие машины и скутеры тоже по-прежнему не останавливаются. Поэтому, как говорится, будь быстрее, останешься здоровее. Но стоит отойти от пляжа, и Пхукет становится самым обычным. Все тихо, спокойно. Очень интересно в Таиланде. Идешь, наблюдаешь празднующих китайцев. Потом прислушиваешься, они на русском разговаривают. Казахи. В общем, казахи это, ну, по крайней мере, в Таиланде, это они создают образ абсолютно русских людей, только с лицом похожим на китайцев. Такие, знаете, высокие китайцы-переростки с русским менталитетом. Ну, в общем, очень интересно. Ну вот, тут наконец-то появились тараканы и скорпионы. И можно вот это вот все попробовать. Ну, такие жареные личинки. Скорпиончики. О, маленькие личиночки. Ням-ням. Мои любимые. Вообще, вроде как считается, что сами тайцы все эти личинки, скорпионы не едят. Вот. Это все придумано только для туристов, ну и в целях некой рекламы Таиланда с точки зрения
экзотики в продуктах. Вот. Ну, в целом здесь самые обычные продукты. Ну, фрукты более разнообразные. Вот. А овощи даже, наверное, менее разнообразные. То есть тут пару видов огурцов да помидоров, собственно. Ну, капусту можно найти на овощном рынке. Вот. Но то, что сами тайцы поедают здесь вот этих вот своих червяков, я, собственно, не видел. Но я думаю, они вряд ли это делают. Вот. Но вы видели, очередь за червяками жареными стоит. Я не знаю, мне кажется, это очень рискованно. Вот. Но в целом, конечно, всякие индийские племена не поедают вот этих вот личинок из-за высокого содержания белка. Вот. Если им тяжело бывает добыть рыбу или какое-то животное, то они в целом не брезгуют при заготовке деревьев подъесть этого червячка. Ну или в принципе в целом, да, то есть они могут целенаправленно пойти на него поохотиться. Ну это, скажем так, индийские племена Амазонии так делают, да, и это, скажем так, отголоски их культуры, да, то есть им приходится же выживать. Вот. Ну, у тайцев в целом здесь довольно-таки много еды, вот, особенно много морепродуктов. Вот, поэтому морепродуктов же тоже очень много белка. Вот, поэтому я почти уверен, что тайцы, наверное, все-таки выберут морепродукты, нежели зажаренных всяких личинок и тем более скорпионов. Вот. Но опять-таки наверняка тоже краб вкуснее. Вот. Я, конечно, всю эту живность не пробовал. Вот. Как-то, честно говоря, желания особого у меня нет. Ну да бог с ним. Пусть, как говорится, кто хочет попробовать личиночку, пусть он ее попробует. Вот. А мне больше нравится местная креветочка. Она здесь в количестве крупная, вкусная и недорогая. К 12 часам ночи количество людей увеличивается. И количество фонариков тоже. Сейчас их уже очень много. Вон еще понесли. Все сияет. Пальмочки подсвечены. Красота. Российские туристы запускают салюты, как в Кремле. Реально кремлевские отдыхают. Красавцы. Нужно быть осторожнее на тайских пляжах в Новый год. Потому что салюты взрывают прям практически под ногами. Идешь, там, 5 метров от тебя подожгли и начинают взрываться. Вот еле успели отойти. Но ночью на пляже все это выглядит, конечно, очень красиво. Взрывается обалденно. А вон там, вдалеке, зеленые огонечки, это наши коллеги-рыбаки ловят кальмара ночного. Им фиолетово, Новый год или нет, главное, чтобы кальмар клевал. Красавцы. Осталось меньше минуты до Нового года. Вообще пляж загорелся, обалдеть. Представляете, вот это все просто устроили туристы. Охренеть. Красавцы! С Новым годом! Ура! Сейчас я иду на Банглу. Это, скажем так, центральная улица Патонга. Ну, это, конечно, несравнимо с нашими центральными улицами. Вот, потому что самая веселуха происходит там. Сейчас я дойду, сами все увидите. В Таиланде легализовали марихуану. Теперь, так сказать, легкие наркотики можно приобретать прямо на улице. Есть заведения, где все это можно употребить. Но большинство покупают, так сказать, косячок домой и наслаждаются спокойной обстановкой. Подхожу к Бангла-Роуд. Обстановка сразу меняется. Куча народу. Еле-еле проходишь.
А в Англии действительно очень прикольная тусовка. Тут клуб на клубе на разные вкусы. Так сказать, от ночных до всяких там тайских эксклюзивных шоу. В общем, можно выбрать на любой вкус. Но на самом деле здесь всегда очень много народу. Сегодня, конечно, в Новый год, естественно, народу максимальное количество. Но я был буквально на днях, здесь тоже довольно-таки плотненько. Но всегда интересно, всегда весело. Особенно, когда попадаешь сюда в первый раз, улыбка на лице появляется автоматически. Потому что люди сюда приходят веселиться. Вот, расплясывают девчонки. Но они тут постоянно пляшут, конечно, силу не валом. Мне кажется, они ежедневно, без какой-либо смены могут пахать. Молодцы. Вот еще девчонки стараются, давайте посмотрим. Красоточки. И еще девчонки. Выделили даже полицейского, который в этом месте регулирует движение. Чтобы машины хоть как-то могли проехаться, но у него все равно это нифига не получается. Ну народу просто тьма. Просто охренеть. Я вот сейчас просто на дорожном движении на улице стою. Да. А вот, собственно, вывеска Bangla Road. Но могу сказать, что в Новый год на Bangla Road слишком много людей. То есть до этого было не так тесно, повеселее, я бы даже сказал. Вот. Потому что в Новый год сесть невозможно, клубы все забиты. Вот. Как таковые даже никакие там шоу на улице не проводятся, потому что просто негде это делать. Человек на человеке. Я вот сейчас попытался пройти, так сказать, против толпы, потому что люди идут со стороны пляжа, в основном в своем количестве. Вот. Но я шел довольно-таки долго. Вот. И остановиться даже где-то тяжело, потому что тебя просто общей массой людей начинает куда-то смещать постоянно. Вот. Но в целом все равно, конечно, интересно. Потому что тут, когда идешь на Bangla Road, слышишь абсолютно языки. Ну, некоторые даже первый раз в жизни слышишь там, французский, немецкий, тайский, китайский. Вот. И это все индийский, это все в одном месте. Довольно-таки интересно. Смотрите, люди просто идут по улице. Машины сигналят, но ничего сделать не могут. Проехать тяжело, движение затруднено. Народ празднует Новый год. Сейчас буду с улицы сворачивать на пляж. Пойду лучше по пляжу, потому что по тротуарам просто идти невозможно. Очень много людей, приходится идти по дороге, сзади поджимают машины. Да, это, конечно, немножко необычно. Но по пляжу зато интересно. Хотя, на самом деле, сейчас и на пляже, ну, вы видели, такая шумиха. Вот, там такое количество взрывают салютов. Вот, но иногда бывает даже опасно, потому что ты стоишь, вот, не замечаешь, что сзади тебя кто-то подошел, установил салют и поджег его. Вот, и ты об этом узнаешь только когда прям рядом с тобой или прям над твоей головой какой-нибудь салют разорвался. Вот, и пытаешься, в общем, быстренько переместиться в какую-то более нейтральную и безопасную зону. Вот. Но некоторым по барабану. Они, видимо, давно там уже сидят и празднуют, поэтому уже привыкли, что салюты взрываются прямо над ними. А еще очень интересная ситуация, что салюты продаются прямо на дороге. У нас хоть какой-то контроль по этому поводу вели. Ну, по крайней мере, вот на Пхукете, собственно, все в открытой продаже. И я так понимаю, что когда туристы покупают те или иные салюты, они даже не знают, как эти салюты будут взрываться. То есть они их приобретают, думая, что это какой-то высокий салют, он высоко взлетит, и как где-то там уже, да, на большой высоте красиво взорвется, а нет. Это оказывается какой-нибудь салют, который разлетается в бока, там, буквально чуть выше уровня роста человека, но если кто-то находится близко к нему, или там метрах 15, то, в общем, до них долетает. Ну, вот. И
прям по ногам попадает. Ну, всем все равно. Народ тусит, народ гуляет, народ веселится. Вот. Но в целом обстановка, конечно, очень прикольная. Свернул с улицы на пляж. Народ потихонечку пляж покидает. Видимо, все планируют пойти тоже на Bangla-Road, так сказать, дотусить. Но все равно народу на пляже много. Вот так вот выглядит новогодняя ночь на пляже Патонга. Но очень неплохо. Народ сидит в ресторанчиках, все отдыхают. Ну, пройдусь по пляжу, посмотрю, что там происходит. Народ на пляже уже стало поменьше. Все встретили Новый год, 12 часов ночи. Ну и, видимо, потихонечку разбрелись по Пхукету. Ну, так еще продолжают развлекаться. Тайцы сидят в несметных количествах, поедают свою жареху. Непонятно, как она им не надоедает, но они могут, мне кажется, есть ее прям каждый день по 3 раза. Вот, и требовать добавки. Интересно. Ну, выглядят, в принципе, в целом довольно-таки стройными. Как-нибудь надо выяснить секрет этого странного тайского организма. Я бы, конечно, хотел бы его узнать. Салюты прекратились. Так вот иногда еще что-то загорается. Видимо, на этом уже все. Буду следовать домой. В Таиланде Новый год отгремел. Все уже за 12 часов ночи. Но так как в Таиланде на 4 часа больше, поэтому до московского Нового года еще 4 часа осталось. Ну, немножко подождем, но в любом случае я поздравляю с праздником. Желаю, чтобы здоровье не покидало, как говорится, нас всю жизнь. Ну, вот, чтобы силы были, желания путешествовать, рыбачить. Всем попадались долгожданные трофеи. Ну, а самое главное, желаю, чтобы все были счастливы. Как говорится, с этого начинается самая интересная жизнь. Всем привет! Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. С Новым годом! А теперь нормально с Новым годом! С Новым годом!